Привет, друзья! Мы в местечке Сан-Джиминьяно, это под Флоренцией в Италии. Удивительное место, невероятная красота. Мы здесь давненько не были в связи с этим ковидом, всеми ограничениями. Конечно, сложно путешествовать и видеть интересные и красивые страны. Но вот случилось, что мы смогли вырваться в эту командировку. И сотрудники завода Leica, который производит автодома в Италии, пригласили нас на экскурсию. Но важное событие – это, конечно же, автодом Leica Cosmo, который мы везем в Москву. Наверное, мы его покажем вам немножко позже. Может быть, я, может быть, Антон детально вам его покажет. Сам тоже изучит его подробно, потому что машина тоже интересная, красивая. Но сегодня нам предложили показать вам автодом Leica EcoVip 3010, который является, так скажем, визитной карточкой завода Leica. И мы с ним сегодня познакомимся. Но у нас будет, знаете, такая экскурсия по красивым местам, окрестностям. И одновременно мы вам покажем автодом. Прокатимся на нем, посмотрим, как он едет по дороге, как смотрится, как удобно в нем находиться во время путешествия. Ну что ж, смотрите, мы с вами в гостиной автодома. Здесь, конечно, все немножко по-своему. Мебель, отделка, какие-то детали. Даже вот посмотрите, если на столешницу, уже по-другому выглядит. Если мы вспомним обзор автодомов Adria, Hummer, конечно же, там свой подход, а в Италии все немножко, так, на мой взгляд, немножко покрасивее и элегантнее. Столешница, вот блестящая, допустим, нога у стола, да, если Hummer делает такую, знаете, матовую, типа цвета серебра, то здесь, видите, такая блестящая. В целом, планировка вам знакома, но я бы отметил, что стол здесь будет побольше, чем обычно мы встречаем в автодомах вот этого типа. Значит, здесь у нас, получается, едут двое человек на втором ряду сидений и двое в кабине. Здесь, судя по всему, возможно опционально заказать еще одно место для передвижения, но вот в данной комплектации его нету, друзья. Ну, зато вот, смотрите, какие интересные подкладки под спину, да? Мне кажется, смотрится интересно. Еще один важный момент. Этот автомобиль довольно-таки тяжелый. Я заглянул предварительно под капот и понял, что он уже в категории С. Но что это дает? Это дает нам множество мест для хранения, дополнительный запас по грузоподъемности и двойной пол. Вот, сразу покажу вам, смотрите, по этим лючкам можно определить, что здесь у нас много пространств и полезного места для размещения коммуникации. И, кстати, посмотрите, какая изоляция, друзья. Вот это вот то самое лучшее для зимы, что можно вообще использовать в строительстве автодомов. Это вспененный полистирол. Вот такая тема. Не с первого раза открыл ящик кухни, смотрите, все вроде бы понятно, но с другой стороны, смотрите, запирание происходит вот нажатием на клавишу. Сначала нажимаем, потом вытягиваем. Вот таким образом все делается, все закрывается. К сожалению, у этой модели нет опускаемой кровати, а вы бы хотели, конечно, сравнить этот вариант Leica там с Adria Matrix, но, к сожалению, пока что здесь ее нету. Возможно, это опция. Ну, кухонный блок у нас
видите, имеет стандартные компоненты, холодильник с морозильной камерой, трехкомфорочная плита и обязательная штука для Италии – это вторая раковина для мытья овощей. Здесь моется посуда, здесь моются овощи. Это разные вещи, это вот прям святое. Нельзя, чтобы в итальянском автодоме было как-то по-другому. Ну и здесь мы получаем с вами интересный вариант туалетного модуля. Здесь вроде бы отдельной душевой кабины нету, но она делается поворотом стенки вот вместе с подстаканниками. Посмотрите, кажется, просто шикарная душевая. Кажется, вдвоем можно поместиться. Отдельный смеситель, держатель для душа. Все в наличии. Мне кажется, просто прекрасно реализовано. Ну, само собой, туалет и целых 3 держателя, ну, как можно сказать, сушилки для полотенец. Так, закрываем дверь. Ну, как вы поняли, что дверь туалетной комнаты перекрывает вход в спальню. Значит, что у нас здесь? Во-первых, мне очень понравилась вот эта рамка из алюминия. Вот часто бывает в автодомах, что здесь очень слабое такое сочленение, и дверь болтается. Здесь все будет держаться крепко. Смотрите, какой интересный ящик. Раз. И складываем сюда футболки, джинсы. Может быть, вниз можно поставить обувь. Очень интересной формы ящик. Тоже закрывается. А с этой стороны гардероб. Доступ, к сожалению, только изнутри. Если бы был предохранитель, мы сейчас ставили и включили свет. Но, к сожалению, вот новый автомобиль совершенно, выкатили нам с завода его, свет пока не работает. Итак, смотрите, здесь у нас получается вход в спальню, но чтобы зайти, нужно выдвинуть для себя ступеньку, и уже можно подниматься вверх. А в ней еще место для хранения чего-либо. Ну, тапочки можно поставить, какую-нибудь обувь. В общем, нужна ступенька, вы его выдвинули. Нужен гардероб, задвинули ступеньку, открываем дверь. В принципе, довольно-таки интересно и понятно все сделано. Я бы еще посмотрел, как реализованы вот эти места для хранения, где тут смотрите, полностью, класс, полностью, в общем, здесь не поднимается, это просто ниша. Здесь тянем за нижнюю ручку, и ящики открываются. Сделано красиво, интересно, со вкусом. Точечные светильники для чтения. Ну, окна, к сожалению, вот смотрите, можно было, да, сделать побольше, пошире. Но это тоже имеет значение во время путешествия зимой, потому что чем больше окно, тем больше теплопотерь. Поэтому, в принципе, достаточно много света сюда попадает, на мой взгляд. Сюда еще можно сложить какие-то вещи. В общем, хорошая спальня, все закрывается, получается, на дверь. И интересно посмотреть, какой все-таки остается еще багажник под этими спальными местами. Пойдемте посмотрим. Открываем багажничек. Слушайте, а просторно. Я бы не сказал, что он маленький. Велосипеды, даже небольшой мопед, скутеры. Уж не говоря про самокаты, все точно влезет. Видим, что здесь в двойном полу также располагаются ящики, есть доступ в двойной пол. Через этот лючок, еще дальше лючок есть. Ну, смотрите, есть полки какие-то для мелких предметов. Здесь такой антивандальный слой, ну, как бы еще не должно что скользить. И посередине, видите, такой блинчик лежит из нержавеющей стали. То если действительно поставите с собой, ну, возьмете с собой какие-нибудь скутеры, то, что, да, имеет ножку, да, чтобы оно, знаете, не царапало покрытие пола. Хороший багажник, скорее всего, работает свет. И тут я еще вижу электрический клапан слива бака сточных вод. Все-таки удобно, потому что каждый раз, когда подлазишь под автодом, чтобы открыть этот кран, приходится вставать на колени, открывать этот кран, там, может тебя начать брызгать тут же на себя. Тут на кнопочку нажал, все. Конечно, круто вообще, когда у Хюмера, знаете, да, на панели на кнопку нажал, и все сливается. И, кстати, в некоторых автодомах даже ставят камеру специальную на отверстие, чтобы, ну, ты, когда сливаешь воду, наблюдаешь за этим, когда она слилась, все, нажал закрыть и поехал дальше. Вообще бесконтактный слив.
Коврик в кабину здесь лежит. Ну, в принципе, все, какой тут набор для уборки, друзья. С противоположной стороны, вот, кстати, нужно отметить обязательно, что небольшая дверь. Ну, я считаю, что это допустимо. Скорее всего, мы будем все-таки с одной стороны разгружать крупные предметы, а оттуда можно взять что-нибудь мелкое. Ну что ж, поехали, покатаемся.